Всех приветствую на канале. 18 малоизвестных, но увлекательных фактов о Неймаре. Есть много фактов о Неймаре-младшем как об одном из самых известных и успешных футболистов своего поколения. При этом, многие считают его одним из лучших игроков всех времен. Известный как Неймар-младший или просто Неймар, профессиональный бразильский футболист, который в настоящее время играет за Пари Сен-Жермен, и нападающий сборной Бразилии. Неймар родился 5 февраля 1992 года в муниципалитете Моги-дас-Крузес в Сан-Паулу, Бразилия. Его отец – бывший футболист, который позже стал советником его сына. Неймар многим ему обязан: «Мой отец был рядом со мной с детства. Он заботится обо мне, моих финансах и моей семье», — говорит Неймар об отце. Подрастая, молодой талантливый мальчик соединил свою любовь к мини-футболу с уличным футболом и начал свое путешествие по удивительному миру спорта. В 2003 году бразильский футболист вместе с семьей переехал в Сан-Висенте, где начал играть за молодежную команду Португеза Сантиста. Позже они переехали в Сантос, где Неймар стал играть в ФК Сантос. Именно здесь семья наконец смогла позволить себе купить дом рядом с виллой Бельмира. Благодаря успеху Неймара в его молодежном клубе и дополнительному доходу, качество их семейной жизни улучшилось. В возрасте 15 лет Неймар зарабатывал 16 125 000 реалов в год. В 17 лет он подписал свой первый полный профессиональный контракт, был переведен в основную команду Сантоса и начал подписывать свои первые спонсорские контракты. В наши дни Неймар один из самых успешных игроков в мире и имеет многолетний футбольный опыт, а также множество наград за свои звездные достижения в футболе. Какие еще факты о Неймаре интересны, но малоизвестны? 1. Неймар из бедной семьи. Неймар родился в семье с очень скромным доходом, но все в ней счастливое. В детстве его отец работал одновременно на 3 работах, чтобы прокормить семью. Его мама также работала поваром в ближайшем детском учреждении. Несмотря на финансовые трудности, они умели быть счастливыми и жизнерадостными. 2. Неймар начал играть в футбольном клубе уже в 7 лет. Неймар присоединился к своему первому футбольному клубу, когда ему было всего 7 лет. Учитывая множество футбольных легенд Бразилии в этой стране, футбол считается частью национальной культуры, поэтому неудивительно, что Неймар начал брать мяч в руки в очень молодом возрасте. Он стал игроком португальского клуба Сантиста еще в 1999 году, когда ему было 7 лет, и в течение следующих нескольких лет он значительно улучшил свои показатели. 3. Профессиональная карьера Неймара началась в ФК Сантос. Молодой Неймар присоединился к Сантосу в 2003 году, когда ему предложили его первый серьезный контракт. Молодежная академия ФК Сантос занимает очень значимое место в истории футбола и в то время уже выпускала таких игроков, как Клод Альдо, Диего и Алана. Поэтому 11-летний Неймар тоже решил поступить в академию. Позже его таланты быстро стали достоянием общественности, и ему было предложено место в команде Реал Мадрид, когда ему было всего 14 лет. 4. Неймар – лучший молодой игрок 2009 года. Неймару было всего 17, когда в 2009 году он дебютировал в качестве профессионала. В том году он был привлечен на последние полчаса во время матча Сантоса против Оэсте, и всего через пару дней после этого он забил свой первый профессиональный гол за команду. Бразильская звезда продолжила успешную серию игр и сумела оправдать последовавший за этим ажиотаж, заработав награду лучшего молодого игрока лиги в том году. 5. Неймар выиграл награду Пушкаша FIFA в 2011 году. Знаете ли вы, что бразильская звезда была удостоена награды FIFA Пушкаша еще в 2011 году? Эта награда особенно важна для футболистов, которые забили самый выдающийся гол в году. Для Неймара это был сольный гол, забитый в игре между Сантосом и Фламенго в бразильской серии А. 6. Интересное начало его международной карьеры. Бразилец дебютировал под руководством нового тренера Мана Менезеша в августе 2010 года в товарищеском матче против США. В тот вечер Неймар попал в стартовый состав и забил в своем первом в истории матче в футболке сборной Бразилии. Это в то время, как ранее в том же году такие легенды, как Пеле и Ромарио, подтолкнули Дунгу, бывшего менеджера команды, включить его в чемпионат мира 2010 года.
За этим последовала петиция, подписанная 14 фанатами. Удивительно, но Неймара в состав не попали. Его даже не было в резервном списке. 7. Собственный капитал Неймара оценивается примерно в $105 миллионов. Согласно последней оценке Forbes, собственный капитал футболиста Неймара составляет $105 миллионов. Примерно 70% от суммы собственного капитала составляют выплаты за спортивные достижения. Остальное же это коммерческие контракты, в основном за рекламу известных брендов, например Gillette, Nike, Red Bull и другими. Еще в августе 2017 года Неймар перешел в PSG, и его трансфер считается самым дорогим в мире и составляет $263 миллиона, которые французский клуб полностью выплатил перед его подписанием. Эта передача сделала его самым дорогим игроком в истории футбола. 8. Неймар значительно переоценивает свои травмы, полученные во время игр. Неймар был травмирован несколько раз, но самые жестокие травмы связаны с матчами чемпионата мира по футболу 2018 года. Фактически, по оценкам экспертов, Неймар провел 14 минут, катаясь по полю во время 5 игр Бразилии. Хотя сам Неймар отрицал, что когда-либо действовал с атак своими травмами. 9. У Неймара есть сын. Как-то удивительно узнать, что у Неймара родился сын, когда ему было всего 19 лет. Вначале он не хотел раскрывать имя матери мальчика, чтобы защитить ее от безумия СМИ. Однако позже выяснилось, что мать мальчика – бывшая девушка Неймара Каролина Дантас. Неймар в настоящее время наслаждается ролью отца, как он сам сказал. Хоть вначале и боялся своих новых отцовских обязанностей, он сказал о рождении сына 2,8 килограмма чистого счастья. 10. Роскошная яхта Неймара стоит $8 миллионов. Неймар – один из самых богатых знаменитостей в мире, и с таким большим состоянием для него нормально иметь дорогие вещи. Футболист владеет роскошной яхтой, которую он купил за $8 миллионов. Кстати, ее обслуживание стоит тоже немалых денег – $120 тысяч в год. Помимо яхты, у него есть частный самолет, большая коллекция автомобилей, в которую входит экстравагантный Porsche Panamera, турбо и внушительная коллекция элитной недвижимости в 6 регионах Бразилии. 11. Неймар – звезда эстрады. Вот это точно неожиданно. Знаменитый футболист также является поп-звездой, поскольку он продвигает бразильскую поп-музыку. Неймар всегда гордился своими бразильскими корнями, поэтому в последнее время игрок пропагандирует бразильскую современную поп-музыку. Он большой поклонник и бразильских певцов Мишеля Телла и Густаво Лимы. Также Неймар снялся в 2 клипах бразильских музыкантов. 12. Неймару принадлежат 2 мировых рекорда Гиннесса. Один за его перевод из Барселоны в ПСЖ, о котором мы уже упоминали, и второй – рекорд самого быстрого гола в истории Олимпийских игр среди футболистов-мужчин. Знаменитый гол случился на летних Олимпийских играх 2016 года во время полуфинальной игры Бразилии против Гондураса. Неймар забросил мяч в ворота за захватывающие 14 секунд. 13. Неймар – набожный христианин. Следующий факт о знаменитом Неймаре весьма трогательный и очень серьезный для него. 29-летний бразилец – настоящий христианин, поскольку он много раз говорил о своей вере и известен как очень религиозный человек. Он христианин-пятидесятник, одно из направлений протестантизма. Евангельский христианин, и, как известно, отдает церкви 10% своей прибыли. Религия Неймара составляет большую часть его жизни и философии. Возможно, вы видели его повязку с надписью «100». Иисус. 14. Он главный герой бразильского комикса. Знаете ли вы, что Неймар – главный герой бразильского комикса? Бразильский карикатурист по имени Маурисио де Сауза создал комикс, в котором Неймар изображен в детстве. Также следует сказать, что известный футболист был замечен в эпизодах нескольких фильмов, включая XXX «Возвращение Ксандера Кейджа», матч в 2017 году, а также кикбоксер Армагеддон. 15. Сделал тату с портретом сестры. Неймар нежно любит свою сестру Рафаэлу Бакрам так сильно, что у него на руке есть татуировка с ее изображением. У них крепкая семейная связь, Неймар очень ценит их близкие отношения брата и сестры. Татуировкой он выражает свою братскую любовь. В ответ Рафаэла вытатуировала глаза Неймара на своей руке. 16. Неймар забил свой 100-й профессиональный гол в день своего 20-летия.
Интересно, что Неймар забил свой 100-й профессиональный гол в свой 20-й день рождения, 5 февраля 2012 года в матче против Палмейраса классическим способом Неймара. Что еще более впечатляет во всем этом, так это то, что Неймар сделал все это всего в 20 лет, что делает его одним из лучших в мире. 17. Неймар снимался на обложку журнала Time. На обложке знаменитого и престижного журнала Time не так много лиц. Однако Неймар был единственным бразильским спортсменом, изображенным в журнале. Хотя Бразилия страна, известная своими спортивными легендами, но выбор редакции пал именно на Неймара. 18. Он родился в один день со своим футбольным кумиром Роналду. Как вы думаете, кто его кумиры в футболе? Роналдиньо? Марадона? Пеле? Нет. Его футбольные кумиры – Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Андрес Иньеста и Хави. Также интересно знать, что Неймар родился 5 февраля 1992 года в Моги-дас-Крузис, Бразилия, что совпадает с датой рождения одного из его кумиров, Криштиану Роналду. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.